Безумные матчи плей-офф. Игрок молодежной команды стал тренером. Первый финальный матч Кубка ЕКВ. Исторический сезон Блана. Андерсон сыграет на Олимпиаде. Александр Овечкин побил вечный рекорд Уэйна Грецки. Это и многое другое в новом выпуске волейбольных новостей. С вас, как обычно, лайк и подписка на канал, а с меня свежие волейбольные новости. А если вы хотите следить за самыми жаркими матчами постсезона, то заходите в мою группу ВК. Большую часть матчей постараюсь для вас прокомментировать лично. Начнем с темы далекой от волейбола. Российский хоккеист Александр Овечкин забил свою 895-ю шайбу в НХЛ и стал лучшим бомбардиром в истории этой лиги, превзойдя достижения Уэйна Грецки. С чем я искренне поздравляю Александра. Накидайте лайков легенде. Хотя, почему эта тема далека от волейбола? Овечкину не чужд этот вид спорта, так что косвенно он с ним связан. Hyundai Convokers — чемпион мужской южнокорейской лиги сезона 24-25. Подопечные Филиппа Блана уверенно выиграли регулярку и поэтому сразу вышли в финал. В финальной серии Skywalkers трижды подряд обыграли Джамбас и стали чемпионами страны. Свою награду MVP в третий раз получил кубинский доигровщик Леонардо Лейва Мартинес. В молодежной лиге России произошел необычный случай. 17-летний связующий Корней Николаев временно исполнил обязанности главного тренера и помог своей команде победить «Факел». Наставник новосибирцев Георгий Петров был дисквалифицирован после спора с арбитрами. Из-за отсутствия помощника вести игру пришлось Николаеву. Он самостоятельно брал тайм-ауты, производил замены и принимал решения по видеопросмотрам. Денис Демчонок объявил о завершении карьеры. 37-летний диагональный сообщил о своем решении и теперь планирует сосредоточиться на бизнесе. Ярославич будет в Суперлиге. Определились суперфиналисты высшей лиги А, ими стали Ярославич и Тюмень. Но даже в случае успеха второй команды она не планирует участвовать в элитном российском дивизионе, так что уже можно поздравить ярославский клуб с возвращением в Суперлигу. Турецкий Халкбанк официально прекратил сотрудничество с главным тренером Игорем Калаковичем. Стороны расстались по обоюдному решению. Отсутствие внутренних трофеев стало серьезной причиной для расставания, несмотря на то, что турецкий грант пробился в полуфинал Лиги Чемпионов. Его на этом посту заменит Радостин Стойчев, работавший с Халкбанком в сезоне 2013-2014. Именно под его руководством команда добилась исторических успехов и выиграла Суперкубок, Кубок Турции и чемпионат страны, а также дошла до финала Лиги Чемпионов, что стало первым таким достижением в истории турецкого волейбола. Юбер Эно — главный тренер мужской сборной Испании по волейболу. Начиная с мая, наряду с работой национальной сборной, Эно также продолжит тренировать польский клуб Купрум. Франческо Петрелло покинул должность главного тренера мужского польского волейбольного клуба «Сталь Ныса». Эдер заменит Дарлана в сессии. Бразильский клуб не планирует выходить на трансферный рынок и попробует заменить диагонального, который отправится в Верону. 41-летний центральный блокирующий Эдер попробует свои силы на этой позиции в следующем сезоне. Монса объявила о прекращении сотрудничества с бразильским связующим Фернандо Креллингом, который играл за команду в течение 3 лет. Следующий сезон Качопа проведет в Милане. Также официально подтвердили, что Монсу покидает канадский диагональный Артур Шварц. Он выступал за итальянский клуб на протяжении 3 сезонов. В СМИ ранее сообщалось, что канадец решил продолжить карьеру в Южной Корее. 22-летний польский диагональный Давид Дульский в следующем сезоне будет выступать во Франции в составе клуба Ницца. В текущем сезоне он защищал цвета Стали. Американский доигровщик Мэтью Андерсон в новом сезоне будет выступать за японский клуб Blazers, сообщают СМИ. Сейчас американец является игроком турецкой команды Зират. Помимо новостей о переходе были и интересные высказывания. Мэтт Андерсон заявил, что считает российскую волейбольную лигу сильнейшей в мире, особенно с физической точки зрения. А также легендарный американский волейболист отметил, что готов принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. 36-летний польский диагональный Бартош Курок по окончанию сезона перейдет из ЗАГСа в японский клуб Tokyo Great Bears, где потенциально он должен заменить своего соотечественника Мачея Музая. Давида Гордини и Тим Хелт в следующем сезоне будут выступать за Падую. Доигровщик Таранто был близок к продолжению карьеры в Трентино, но все же он выбрал иной вариант. На прошлой неделе мы узнали обладателя Кубка Вызова, а теперь пора выяснить, какая команда добавит в свою коллекцию Кубок ЕКВ. Действующий обладатель трофея Рисовия принимал у себя турецкий Зират. Польская команда и без того не могла рассчитывать на участие Бартоша Беднажа, да к тому же и в 5-м сете Клемент Чебуль каким-то образом умудрился повредить палец на ноге и не смог завершить матч. И после феерии от Вута Термата на протяжении почти всей игры на тайбрейке все в свои руки взял Мэтт Андерсон. Он набрал 12 из 17 общекомандных очков и принес победу турецкой команде.
С огромным предвкушением ждем ответной встречи, которая пройдет 9 апреля в Турции. В отличие от Рисови, Зират будет полноценно готовиться и настраиваться именно на этот матч, ведь они начинают свой путь в плей-офф внутреннего чемпионата только в конце этой недели. В России же вовсю идет полуфинальная стадия плей-офф, и возможно в ближайшие дни мы узнаем всех финалистов. Казанский «Зенит» в первых двух матчах не оставил никаких шансов «Динамо ЛО», которые сенсационно добрались до этой стадии. Оба матча действующий чемпион закрыл в 3 сетах. Иногда создавалось впечатление, что гости не видят смысла выкладываться на площадке на все 100%, что видно и по заменам. Возможно, логичнее сберечь силы на бронзовый финал, но все же ждем сегодняшнюю встречу в Сосновом Бору. А вот во второй паре, несмотря на тот же счет 2-0 в серии, матчи получаются куда интереснее. Белогорье и «Зенит» показывают сумасшедший уровень напряжения. Пока что каждый матч этого плей-офф с участием львов заканчивается со счетом 3-2. Только вот если «Динамо Урал» белгородцы обыграли дважды, то «Зенит» Санкт-Петербург дважды оказался сильнее. В этой серии за «Зенит» играет глубина скамейки. Белгородцев с этим тяжело, и даже если у основного состава многое получается, фактор усталости никто не отменял. Как мне кажется, именно поэтому во втором матче не получилось борьбы в 5-м сете. Команда Владимира Лекна повела 2-0 в серии. Но не хочется, чтобы такой спектакль завершился в минимальном количестве матчей. Ждем третьей встречи в Питере 9 апреля. В это время в Италии прошли первые матчи полуфинальной серии, где Перуджа не оставила никаких шансов в Лубичи Витанове. Дьяволы успели восстановиться и показать отличный волейбол, а гости так и не смогли мобилизовать всех своих нападающих. В итоге уверенно победа хозяев 3-0. Настоящее шоу выдали Трентино и Пиченца. В этом противостоянии было все. Великолепный волейбол, неожиданные повороты сценария, спорные моменты и море эмоций. Хозяева могли закрыть матч уже в 4-м сете, но Юрий Романо решил, что стоит повременить, и своей подачей полностью изменил концовку. Шикарным завершением поединка стал тайбрейк, где Трентино вырвался из тяжелейшей ситуации и взял партию 18-16. Вторые матчи этой серии пройдут 12 и 13 апреля. В чемпионате Польши уже известны все полуфиналисты. К сожалению, полного набора эмоций мы не получили. Лишь одна серия дошла до максимума в 3 матчах. После выездной победы Закса потеряла Бартоша Курика, не без шансов уступила дома 0-3, а в решающем 3-м матче не помогло даже присутствие опытного капитана. Люблин забирает 6 партий подряд и уверенно выходит в полуфинал. Рисови, в свою очередь, не помогло возвращение Бэднежа, пропустившего матч с Зиратом. Борьба была только в 1-м сете, а дальше гости просто смяли соперника. Рисови подходила к плей-офф с отличной победной серией, но теперь проиграла уже несколько матчей подряд. Итог 0-3, Алрон в полуфинале. Куда более драматичной вышла серия между Норвидом и Заксой. Хозяева снова доказали, что на своей площадке способны создать проблемы любой команде плюс лиги. Но, как известно, создавать проблемы еще не значит пройти дальше. Норвид выиграл 2 сета, но отдал следующие 3, а вместе с ним и серию. Не менее напряженным оказался матч между Скрой и проектом Варшава. Здесь не было камбэка, но были все те же 5 сетов. Кульминация стал тайбрейк, где хозяева не реализовали 6 матчболов. Варшава вырвала победу 21-23 и выходит в полуфинал. А в итоге 19 апреля нас ждут следующие полуфиналы. Проект Варшава-Алрон, Ешепский Люблин и, как вы думаете, кто пройдет в финал? В Японии начнем, как всегда, с самого интересного. Центральный матч уикенда – противостояние лидеров турнирной таблицы Блютион против Sunbirds. Первый матч получился просто огненным. 5 полных сетов, насыщенных яркими моментами. И как уже не раз было на этой неделе, все решилось в драматичной концовке. Блютион имели 3 матчбола. Победа в одном из них означала бы бронь за первой строчкой таблицы. Но Sunbirds выстояли и победили со счетом 25-23 в 5-й партии, продолжив свою погоню. Вторая игра, к сожалению, получилась менее напряженной. Ран Такахаши, едва заметный в первой встрече, блистал во втором поединке, помогая своей команде одержать уверенную сухую победу. В это же время Wolfdogs, главный преследователь Sunbirds, без проблем разобрались с аутсайдерами чемпионата, лишь немного вспотев в концовках каждого из матчей. Great Bears, у которых уже не осталось турнирных задач, дважды закрыли дома Blazers, лишив тех всех шансов на плей-офф. Андерс, идущие по пути Sunbirds, выжили максимум из первой встречи против Arrows, победив на тайбрейке, а затем уверенно добили соперника во второй игре. Полные результаты очередного игрового уикенда в Японии уже на ваших экранах.
нас отделяет всего 6 матчей от завершения этого суперинтенсивного группового этапа. И если для команд нижней части таблицы эти игры не имеют турнирного смысла, то лидерам просто необходимо побеждать, чтобы сохранить свои позиции. Wolf Dogs остается только надеяться на сечку Sunbird, чтобы ворваться прямо в полуфинал. Закрываем обзор 1 апрельской недели чемпионатом Бразилии, где стартовали матчи плей-офф. Пока почти без сюрпризов. Единственным неожиданным результатом стала выездная победа Жоинвилля над Волей Рената в 5 сетах. Хотя с учетом формы гостей и их последней очной встречи, можно было ожидать, что у Бруно и компании будут проблемы. Сесси продолжают уверенно справляться с Праей, что подтвердилось и в первом матче четвертьфинала. Победа в сухую. Сада Крузейра хоть и пришлось попотеть с Гуарульос, но также они оформили победу в 3 партиях. А судьба матча между Минос и Сюзанна решилась уже в первом сете. Команды боролись до счета 37-35, и победившая в этой марафонской партии команда хозяев затем спокойно закрыла следующие 2. Вторые матчи серии пройдут 13 и 14 апреля. А вот подошел к концу первый новостной выпуск апреля. Друзья, как всегда напоминаю, ваша поддержка невероятно важна для продвижения видео. Последние 3 недели выдались крайне напряженными, но надеюсь, впереди все стабилизируется, и можно будет с головой уйти в создание контента. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.